Приветствую, друзья! Данный выпуск посвящен суверенизации интернета, вернее массовым блокировкам, то, как на это реагирует народ. Я пособирал информацию при помощи искусственного интеллекта, который прошелся по разным социалкам и собрал мне сводную информацию. Давайте разберемся, что происходит, как люди реагируют. История простая и дикая. Одновременно власть наконец включила суверенный Рунет на полную. А в ответ получила первую массовую попытку уличного бунта именно за интернет. Быстро, стихийно и с очень молодой аудиторией. Кстати, это такой симптом не очень... Я бы к нему легко не относился. Накануне они не дрожат семьей там, и так далее. То есть у них уровень ответственности меньше, а максимализм зашкаливающий обычно. Накануне лозунги, а контроль над трафиком. Кто управляет трубой, тот контролирует и деньги, и безопасность, и политику, да, собственно говоря, все, и будущее то самое. Роскомнадзор с 1 марта формально получил право централизованно рулить Рунетом, а технические средства противодействия угрозам, те самые черные ящики у операторов, уже забиты под завязку миллионами правил фильтрации. По данным отраслевых источников, ради замедления Telegram и YouTube операторов гоняют в ручном режиме. Перегруженные узлы уходят в bypass. Старые блокировки случайно отпускают, новые вводят, сеть то задыхается, то просветляется. Параллельно подписан закон, по которому операторы обязаны по требованию ФСБ глушить связь и интернет, и при этом не отвечают перед абонентами. Юрзащита силовиков и государства выстроена заранее. На этом фоне в середине марта из ниоткуда вырастает Алый Лебедь. Анонимное движение, канал, которое за пару недель собирает молодую аудиторию, в том числе несовершеннолетних, и зовет 29 марта на митинги за свободный интернет по всей стране. Формально повестка – мягкая защита конституционных прав, снятие блокировок с Telegram, YouTube, Discord, пересмотр полномочий Роскомнадзора против навязанного российского мессенджера Макс. Выбор даты не случайный, 29-я, как отсылка к 29-й статье Конституции про свободу слова и запрет цензуры, то есть красиво упакованный юридический символизм. Организаторы подают заявки в десятках городов, заявляя, что действуют строго в рамках закона. Советуются с юристами, уважают закон, выбирают площадки вроде проспекта Сахарова и Болотной, рассчитывают на тысячи участников. Где-то власти соглашаются, например, во Владимире и Краснодаре митинги против блокировок формально согласованы, что позволяет силовикам сказать, выход реализован, все под контролем. Но в большинстве случаев идут отказы с привычным набором причин. Ковид, угрозы, провокации, безопасность, а параллельно МВД заранее через федеральные заявления напоминает про административку и уголовку за участие в несогласованных акциях. Дальше включается силовой блок. Давайте не будем забывать, да, что очень много сейчас говорится, что много внимания подрастающему поколению, надо, чтобы они реализовывались, чтобы у них были перспективы. Ну, это так, к слову. Дальше включается силовой блок. По сообщениям СМИ, к заявителям и волонтерам Алого Лебедя приходят по домам, проводят беседы, задерживают. Появляются утечки их данных и угрозы в чатах. На фоне недавнего отключения мобильного интернета в центре Москвы картинка складывается вполне рабочая. По данным The Bell, операторы получили карту базовых станций и по требованию научно-технической службы ФСБ точечно вырубали сеть в центре и ряде стратегических точек. Даже чиновникам причины не объясняли, прикрывшись формулой противодействия угрозам. То есть силовики уже потренировались на реальном шатдауне и теперь готовятся к сценарию, где связь и соцсети – главный инструмент координации протеста. Кто в данном случае в игре? Давайте пройдемся по ним и что им нужно. С одной стороны, это молодое, частично анонимное ядро Алого Лебедя и связанных с ним активистов, политтехнолог Кисиев, который из-за рубежа продвигает идею общероссийского дня протеста именно по интернет-повестке. Их интерес – капитализировать накопленное раздражение от блокировок в легальный митинг, собрать критическую массу цифрового поколения и показать, что тема доступа к сервисам важнее классической политики. С другой стороны, соответственно, силовой блок и регуляторы, для которых цифровой суверенитет – это не столько идеология, сколько механизм тотального контроля и крупный рынок оборудования, контрактов и лицензий. Параллельно в инфополе звучит версия, что часть элит может использовать такие движения как ловушку, отлов недовольных. Ну, не первый раз, как говорится, есть на чем обосновать такое предположение. И их дальнейшая фильтрация через профилактику и дела. Финансовый след здесь не бросается в глаза, но он есть в каждом узле. ТСПУ – это конкретные вендоры, многомиллиардные госконтракты, закупки, обслуживание, апгрейд, где каждый новый виток блокировок обосновывает новые бюджеты. Централизованное управление Рунетом создает почти многопольный рынок для ограниченного круга подрядчиков и
интеграторов, соответственно, близких к регуляторам и силовым структурам. Вот кто опять будет кушать на бюджете, как я понимаю. Мессенджер Макса, который активно продвигается на фоне душимого Telegram, тоже про деньги и влияние, трафик и данные уходят в экосистему, которая подконтрольна местным игрокам. Если протесты удастся задавить и показать, что массовых рисков нет, суверенный Рунет закрепляется как данность, а денежный поток по линии безопасности и цензуры становится стабильным и труднооспоримым. Схема не новая. В Китае, сейчас нам что-то частенько стали приводить в пример именно данную замечательную страну, нам совершенно не близкую по культуре. В Китае создание великого фаервола сопровождалось ростом бизнес-империй вокруг разрешенных платформ и оборудования для фильтрации, а все попытки протеста за свободный интернет заканчивались зачистками и усилением тех же систем контроля. То есть на протестующих и отрабатывали методы с ними же бороться. В России, тут здесь критическая масса, наверное, ключевой вопрос. В России уже была похожая сцена с блокировкой Telegram в 18-20 годах, тогда массовые протесты не развернулись. В результате выросли закупки DPI и других систем анализа трафика, часть которых сейчас и используется как ТСПУ. Сейчас отличие в том, что ставку делают на молодую аудиторию, для которой отсутствие Telegram, YouTube и вообще нормальной мобильной связи — это уже реальное ограничение жизни, а не абстракция, какая-то там политика и слова. Сейчас на данный момент история в подвешенном состоянии. Силовики МВД заранее пугают ответственностью. Данные об организаторах частично текут. Идет точечное давление. В ряде городов акции заблокированы. В нескольких разрешены. Москва остается ключевым вопросом. Версии ходят от живого протеста за интернет до контролируемой ловушки для недовольных. Я просто ловушки не для недовольных. Да чего ловить-то? 140 миллионов недовольных, вот как по мне. Может быть, есть кто-то, там, вообще далек от интернета, там, не знаю. Но у них уже всю скотину забили. Так что, наверное, они тоже сейчас познают интернет, а его уже нет. Но проверять их будут уже на земле 29 марта, в условиях, где власть научилась не только задерживать людей, но и выключать им связь и привычные сервисы. Кто окажется в плюсе, подрядчики суверенного Рунета, силовой блок или новая волна уличных активистов, станет видно, потому будет ли после 29-го больше блокировок дел или больше осторожных послаблений. Собственно говоря... Наверное, вот такая ситуация, друзья, особенно прибавить, наверное, больше здесь нечего. Со своей стороны прибавлять в комментариях. Решил сделать такую небольшую сводочку, без лишних слов, что называется. Посмотрим, что будет 29-го. Мне попадаются разные версии, что вообще все это вбросы или не вбросы, и пойдут, не пойдут. Посмотрим. Самое главное то, что действительно людей загоняют в какую-то другую культуру, то в китайскую, то еще в какую-то арабскую. То говорят, женитесь на молоденьких, и не очень понятно, как это все бьется с дискриминацией и, в принципе, какое-то ненормальное потребительское отношение, опять же, к тем же женщинам, дай бог здоровья нашим красавицам. Все это мне прямо поперек. Я из Советского Союза навязывать не буду, и у нас там были другие ценности, у нас там было равенство, у нас там судьи были даже народные. Да, такое тоже бывает, как и депутаты. Хотя претензий к ним и вопросов было много, но они были избираемые. В самом настоящем смысле. Так что, друзья мои, всем процветания, улыбок, счастья, главное, позитив внутренний, мой всегда призыв, берегите себя, и тогда совсем разберемся. Нету безвыходных ситуаций, есть выходы, которые немножко пугают, ничего, пособерешься, отожмешься, так сказать, на турничке 10 раз подтянешься, и все выборы хороши. Выбирай на вкус. Увидимся, берегите себя.